Друзья, я вас приветствую на пятой части по самой реалистичной стройке. И желаю вам приятного просмотра. Так, сейчас цепляем этот кран, посмотрим, как это все у нас на базе будет выглядеть. Отвезем его на нашу базу и там уже выставим, посмотрим, как это будет работать. Хочу его использовать для погрузки камней. Так, ну Volvo вроде везет, да, вот этот валез мне прям понравился, хорошая техника. Так, на какую нам базу-то надо? По-моему, направо, да? Направо, да, вот сюда вот. Тяжеловато идет все-таки. В общем, эксплуатация к этому крану написано, что нужно устанавливать на ровную поверхность. Сейчас посмотрим, как он встанет. Он встанет именно на боковые, получается, ну, то есть на стеночке он у нас встанет, либо он будет строиться именно на том уровне, на котором я его поставлю. Потому что на том уровне, на котором я его поставлю, он там не нужен нам. Нужно, чтобы он своими вот этими рельсами как раз был на стеночках. Друзья, в общем, вот такая вот кран-балка у нас получилась. Скорее всего, ее оставим здесь навсегда, для того, чтобы грузить вот эти вагоны камнем. В общем, посмотрим, как она будет справляться. И на оставшиеся деньги, друзья, докупил третий вагон докупил, и плюс еще площадку с бульдозером. Постоянно сюда гонять экскаватор такое себе дело, поэтому он, скорее всего, здесь будет у нас жить постоянно бульдозер. Ну и площадочку, если нужно будет куда-то его отвезти на работу, то будем отвозить. Друзья, в общем, пригоню сейчас бульдозер, накопаю камней бульдозером, надо будет их поехать попродавать. 3 вагона, там вместимость нормальная. Я все деньги потратил, поэтому сейчас под конец серии попробуем все-таки заработать чисто на камнях. На той стороне железной дороги у нас стоит точка продажи. Соответственно, сейчас привозим бульдозер и копаем. Так, сейчас нам что нужно сделать? Нам нужно отцепить, соответственно, вот так вот, чтобы он у нас заехал, да? Да. Главное, чтобы он сюда поместился. Вот что я переживаю, что он может не поместиться. Сама платформа дорогая, сволочь. Да нормально, по ширине помещается. Греть не буду, сразу хопа, поехали. Вообще как родной. Даже еще место остается. Но бульдозер, друзья, нам нужен был. В любом случае, нам очень много строить. И бульдозер хорошо так помогает. Поэтому потратил я все бабки, которые были заработаны. Но ничего страшного. Сейчас попробуем отбить. Немного, но сколько получится. Так, ремешками его, хоп. Так вот, 3 штучки хватит. Главное, чтобы сейчас Volvo 500 сильная, да, его написано 500 лошадей, чтобы она все потянула. У меня есть сомнения. Хотя на механике, скорее всего, потянет. Мне так механика не хочется включать, если честно. Так и все, тут ничего у нас больше не регулируется, не поднимается. Вроде нет. Платформа такая низенькая. Ладно, поехали. Ну, у Volvo так турбинка дует с места. Вроде едет. Едем в карьер. Короче, друзья, Volvo довольно слабенькая, чтобы возить такой бульдозер. Возможно, будем Volvo на что-то менять, более мощное. Но мне нравится эта Volvo внешне, она очень крутая. Поехали, Камацу, работать. Так, сейчас перехожу я на управление джойстиками. Так, все. Что у нас там, камешки, все нормально. Скорость, конечно, 10, но ему-то не надо особо много ездить. Главное, чтобы он толкал еще хорошо с этой скоростью. Так, сейчас я вспомню управление. По-моему, у него еще какое-то положение есть. Почему гусеницы желтые стали, вообще не понимаю. Главное, сюда вез, были нормальные цветом. И тут на тебе пожелтели. Вот это, конечно, интересно. Давайте, наверное, вот с этой стороны потихонечку начнем толкать. Здесь как раз бугорчик, и мы его вот так вот снимем. Так, волочек собирать не надо, поэтому вставляю нож прямо. Ну, кстати, он прям толкает даже на десяточке хорошо. Я думаю, мы с этой задачей быстро справимся.
Да, ребята, от работы на этом бульдозере получилось сейчас огромное удовольствие. Надеюсь, этой кучи хватит нам для того, чтобы погрузить вагоны. Настало время опробовать нашу кран-балку. Посмотрим, как это все будет грузиться, работать. Пусть бульдозер отдыхает. А мы с вами побежим на кран. Так, куча так не маленькая. Куча не маленькая получилась. Экскаватором, я думаю, дольше было бы это все готовить. Хотя, надо проверить. Экскаватором, как сказать, больше... Экскаватором больше заморачиваешься. Больше движений. Здесь же ты просто толкаешь, как бы вперед-назад, и все. Так, все это у нас электрическое, соответственно, вверх-назад. Так, здесь камера вот так вот управляется у нас. Потом еще отсюда у нас внешний вид, да? Окей. И, соответственно, из самой кабины. Давайте вот так пока попробуем, посмотрим, как это работает. Кстати, вместимость 5 тонн. 5000 литров. Ну, как будто бы это прямо немного. Почему-то нет анимации. А нет, анимации есть. В ковше не видно щебенки. Но это такое бывает частенько. Такое бывает с щебеночкой вообще, со всеми этими материалами. Иногда, да, пропадает. Это починится после перезагрузки. Ну, не знаю, как бы у меня ковш на экскаваторе на 6000 литров. Здесь на 5000 литров. И я хочу сказать, что это дольше. Это дольше, даже если просто брать экскаватором, перекидывать кучу, то есть себе готовить, потом экскаватором загружать, то это дольше получается, но зато прикольно. То есть можно включить какой-нибудь сериальчик, там, фильмец, видосик, и, то есть, не напрягаясь, грузить. Как вариант, да. Вариант неплохой, такая симуляция, то есть. Ну и плюс кран-балка смотрится так более реалистично, более интересно. Но время погрузки, конечно, это займет прям довольно большое. У нас сейчас 15:54. За сколько я это все загружу, конечно, непонятно. Либо, есть у меня там ковшичек в модах, друзья, под погрузчик. Хороший, по-моему, на 14 кубов. Посмотреть погрузчик, который потянет. Да, который потянет. И просто тупо грузить все это погрузчиком. Сделать небольшой пандус для погрузчика. И в принципе, да. Но опять же, это будет интересно управлять, да, как бы погрузчиком. Но не так это будет, не так прикольно, когда вот кран-балка стоит, да, на кран-балке работаешь. Не знаю, надо будет посмотреть. Хотя погрузчиком я вот даже в жизни видел, что много кто погрузчиками грузит. Многие организации погрузчиками вагоны грузят. Не обязательно вот именно кран-балками. Это в основном в морских портах, когда в дальнобой ходил, там да. Там вот именно кран-балки, там даже не кран-балки, там такие краны огромные, которые вот именно такими ковшами все загружают, выгружают, либо насосами. В общем, у кого как. Но интересно. Мне интересна такая движуха. То, что не видно гравия как бы в ковше. Ну, может быть, сейчас перезагрузить, попробовать и подключиться. Ну, на джойстиках удобно. Я прям сразу практически подхватил направление. Крутить, повертеть, передвижение. Кстати, здесь угол обзора такой хороший. Понятно, да, на каком отдалении. Но наверх-вниз вот не сразу срабатывает. Она, когда закрылась, немножко почему-то думает, почему-то задумывается. С другой стороны, если играть на стриме, например, да, заготовку вести вот именно камни, да, там, или перевозить куда-то грунт, то это будет интересно. Один толкает, второй там грузит, третий, соответственно, на железной дороге возит. Надо будет как-нибудь замутить такую движуху, друзья, на стриме тоже. Просто мне еще нужно моды выбрать. У меня там модов очень много. Я не все моды использую сейчас для стройки, для игры. Вот, нужно будет отобрать их чисто вот для стрима, чтобы вам там не качать очень много. Качать только самое необходимое. Ну или кто может, там, порядка 8 или 9 гигов у меня модпак получается. В общем, посмотрим. Но я кайфую, мне нравится. Бульдозер у меня классно поработал. И здесь как бы тоже довольно интересно. Сейчас какой-нибудь клип включу и буду заниматься погрузкой. Ну что, ребята, прошло порядка 2 часов. Поехали, попробуем отвезти это сейчас все на продажу. Да, надо будет попробовать, надо будет подумать вообще. Не знаю, долго грузить этим краном. Посмотрим. Так, выстрел 40 км в час, сейчас 720 у нас тысяч литров, ребята, в трех получается, отлично. Разгоняется хорошо, разгоняется очень хорошо, до 40. В принципе, я думаю, даже 40 ему будет достаточно. А что мы с собой везем? Это там торчит у нас, или это мне показалось? Посмотрим сейчас, сколько у нас выйдет с 3 тележек. Можно побыстрее, конечно, но 40 вполне достаточно.
Учитывая, что у нас в среднем техника груженная ездит там те же самые 40. Редко когда 50. Это со всеми поворотами. А тут мы идем по прямой. 720 тысяч литров. Неплохо. Мне нравится. То есть можно поставить, в принципе, четвертую и денег зарабатывать так нормально. Но опять же, время сколько на это уходит. У меня не стоит как бы целью прям заработать миллиарды. Мне нужно денег ровно столько, чтобы продолжать стройку. Ну вот сейчас немножечко пока грузил, как бы, да, денег еще подросло, там деревья, получается, продаются тоже, какие-то на продажу, какие-то на производство. Тормози давай. Вот она, эта точка продажи универсальная у нас. Так, ну что, момент истины. Первые 240 пошли. Было 90. 17500. Неплохо, я считаю. Я считаю, что это неплохо. Если ускорить погрузку, то в принципе, если погрузку ускорить, куда ты поехал? Да, вот с тормозами здесь, конечно, проблемки есть некоторые. А погрузку надо ускорять. Я думаю, что вот этот самый кран мы оставим здесь на базе. Поставим на базе, чтобы бревна грузить, разгружать. А там, скорее всего, будет какой-нибудь хороший, мощный погрузчик, который будет с этим всем справляться. Вместо бульдозера, соответственно, вместо крана, вместо экскаватора. Да, я думаю, так будет самое быстрое. Конечно, круто будет, что там будет стоять кран-балка, но, думаю, найду ему применение. С этим больших проблем не будет. А вот здесь вот на базе его поставлю, он будет у нас лес грузить с железной дороги. Грузить, разгружать, в общем. Скорее всего, так и сделаем. Ребята, ну неплохо, с 3 вышло неплохо. Еще, опять же, здесь сейчас тоже грунта будет много, но он, скорее всего, нам пригодится. Можно будет сделать какую-то разворотную линию, чтобы нам локомотив с той стороны ставить, например, да? Чтобы разворачивался он, например. И в эти же самые вагоны загружать лишний грунт уже со строительства. В общем, разберемся. Да, ребята, не успеваю я все сделать, то, что наметил на июль. У нас уже 6 час. Возможно, еще половинка, какая-то часть июля попадет у нас в 5-ю серию. Да, ну здесь еще повырубать нужно лес будет и начать копать, раскапывать пруд для того, чтобы установить уже сюда рыбное производство. Что у нас еще остается? Так, здесь что у нас получается? Бульдозер работает по кайфу, то есть вообще мне прям понравилось снимать породу, толкать. На бульдозере кайф. И в принципе на кран-балке тоже работать приятно, особенно когда у тебя есть второй монитор. Просто как бы время, да, у тебя неограниченное. Ради самого процесса, кому нравится геймплей, то да. Но производительность низкая. Если сделать ковш огромный, там, я не знаю, хотя бы на 20 тысяч литров, он почему-то не поддается моду, да это и будет как-то нереалистично. С другой стороны, на экскаваторе 5000 литров, а здесь он ковш-то раза в 2 больше. Ладно, посмотрим, может быть, я ему правду поменяю, просто вместимость ковша. Но это интересно, это интересно. С другой стороны, если сюда поставить хороший погрузчик, он здесь такой карьер, все это выкопает сам один, то есть, ну, под моим управлением, понятно. И вот сюда вот рампочку просто поуже сделать, чтобы он доставал, и все. И нам не нужно будет держать здесь лишнюю технику. Он будет здесь как бы главный. В общем, посмотрим. Так, ну что, у нас 5-я часть, и я добрался до пруда наконец-то. В общем, смотрите, вот эту территорию я отметил. Сейчас вот видите, вот эту именно территорию, это как раз-таки то расстояние, которое нужно прокопать для того, чтобы установить нам рыбное хозяйство, разведение мальков. Вот. Как это будем делать? Действительно, как мы это будем делать? В общем, что нам требуется? Нам требуется прокопать вот это все и убрать грунт. И вот вопрос. Откидывать в сторону его весь, это придется перекидывать. Либо брать погрузчик в сторону перекидывать, либо сразу грузить это все в машину и увозить и продавать. И причем заработать денег. У нас уже 19:59. Уже, я думаю, через пару часиков будет темно. Время 8, 9, 10. Ну, где-то, да, через пару часов будет темно. И у нас уже будет следующий месяц. Так, ну, в принципе, по темному поработаем, если что. Первый раз, что ли? В общем, сейчас я подумаю, друзья. Пока покопаю немножко. И подумаю. Вот эту сторону я начал копать для того, чтобы откинуть влево. То есть, а середку потом увозить. Но это я на стриме все как бы придумал такую схему. Потому что, ребята, вот это все вот мы прокопали на стриме. У нас вчера был стрим, точнее, для вас, наверное, позавчера. В общем, в субботу у нас был стрим, хорошо посидели, покопали, поиграли. Там, наконец-то, рабочий начал косить нормально очень. Он там скосил, надо будет ему еще прицепить сейчас. Что ему там прицепить-то нужно?
Волковую жатку какую-нибудь прицепить ему надо, и пусть он, наверное, волок собирает, а там решим, что это делать. Скорее всего, будем в силос это все закатывать. Силос, у нас сено там еще есть, коровки так сено кушают нормально. Нам нужно будет моносмесь сделать, для этого силос нужен. Я вот думаю, может экскаватор все-таки в аренду взять. Там на стриме я хотел взять экскаватор в аренду, но у меня были подключены только дорогие экскаваторы. Там аренда одного экскаватора была 50 тысяч. Они очень здоровые, как бы, да, и очень дорогие. Сегодня есть у меня парочку экскаваторов, которые помощнее, чем мой любимый вот этот Дуся. И у них нет тонировки, то есть можно даже будет ночью спокойно поработать. В общем, посмотрим. В общем, что мы сейчас делаем? Мы сейчас все это дело копаем. Скорее всего, друзья, я все-таки возьму сейчас машину. Мне просто неудобно сразу вот так вот смотреть, сейчас я вам покажу. Это мне нужно будет вот так вот разворачиваться и выкидывать в машину, поднимать ковш выше, вот так вот где-то. Ждать, когда ковш станет пустым, и опять разворачиваться. Это знаете, сколько времени уйдет? Видите, вот здесь вот высоко она не поднимается, то есть это куча, вот есть какой-то предел. Ну да, вот, то есть сюда ближе, а уже выше она не хочет. Люся, а что ты дергаешься, блин, как больная? Скажи-ка мне, пожалуйста. Кстати, здесь куда-то усыпать. Что она дергается? Люся, ты что дергаешься? Скажи мне, пожалуйста. Коллизию включим. Так вот, то есть я выше сейчас пытаюсь, он пишет, здесь нельзя этого делать. В общем-то, есть несколько вариантов. Либо я сейчас вот это прокапываю, вот эту часть, то, что у меня берет в длину. Опять же, вот смотрите, мне не хватает места для того, чтобы весь грунт сюда выкинуть, потому что потом в конце я уже вот туда буду тянуться, все равно как бы, мне все равно места не хватит, чтобы грунт укладывать. Дусь еще что-то распрыгалась. Ну, еще довольно светло, хорошо, красиво как бы. Давайте, наверное, все-таки я сейчас попробую, возьму другой экскаватор в аренду. Пока не буду его покупать, обкатаю, я пробую. У него там ковш побольше, он сам помощнее. Потому что Дуся это ну как бы средненький экскаватор. Дуся, ну привыкните, что я Дуси называю, да, это Дуся. Для меня это Дуся, ребята. Первую часть посмотрите, знаете, почему я его Дуси называю. Так, друзья, в общем, на стриме мы еще вот это место вот доработали до конца. Выгнали все под ноль, но еще не все вывезли. Весь грунт еще не вывезли. Посмотрим, может быть, куда-то пригодится. Есть у меня одно такое предложение. Где-то я видел вот этот тонар высокий, он нет. Но это не тонар, конечно же, да, но маловато будет. Шмидц, хороший прицеп. Нет, не пойдет, нам такой не пойдет. Нужен прицеп, либо в КамАЗ Мамонт, он также высокий. Просто чтобы мне было удобнее кидать, друзья, вот что я и хочу. Тонар. Может быть, наш тонарчик взять. Смотри, как он здоровый, просто неимоверный. 42 куба. Ну, неплохая вместительность. 42 куба под Volvo, да? Вольвешник ему отдать. Вольвешник у нас черный. Давайте черный тонар сделаем. Он такой не черный, он серенький больше, скорее всего. Вот даже вот этот цвет, скорее всего. Сколько стоит? 68 тысяч. У нас 299. Ну, там лет сейчас продается, в принципе, поэтому деньги будут сейчас быстро приходить. 3 пилорама работают, друзья. Сейчас у нас будет прям очень хорошо приход бабок. 42 куба, ну, можно сделать, конечно, побольше ему. То есть с горочкой, я думаю, все 60 он повезет. Даже побольше, наверное, 60. Главное, что Volvo везла. Давайте покупаем. Потому что грунт возить на чем-то надо. И он вроде как будто бы не такой высокий. ЕКХ сделаем. ЕКХ 73. Нет, давайте 58. Так, Пейнза пусть. Пейнза будет. Окей, берем. Вот эта Вольвочка. Сейчас вот тащу как раз таки экскаватор. Новенький. Не помню, какой я выбрал, если честно. По-моему, Volvo. Нет, Кат. Кат все-таки выбрал, да? Да, Кат. Ну, Volvo тоже там неплохая. Мне понравилась. Именно экскаватор неплохой. А, я из-за ковша взял, здесь ковш большой. Он чуть-чуть получается побольше, 349, да, Дюсанс 225. Вот этим побыстрее. Плюс, почему я выбрал этот кат, у него ковш такой широкий, то есть им равнять нормально будет территорию, ландшафт. Вот сюда вот сейчас припаркую и поедем за прицепом. А нельзя отцепить? Она не отцепается отдельно. Неплохое, мне понравился вот этот вот кат. Ну, конечно, так, ну, не очень-то внешне в кабине сделано. Все так, ну, понятно, что это из другой игры совершенно. Ребята закинули. Это, если не ошибаюсь, из Construction Simulator. Ну, просто он работает хорошо. И это главное. Работает он хорошо. Для красоты у нас Дюсан. Что, попробуем? Так,
Блин, 0 я не буду себя возить, смысла нету никакого. Потому что здесь выгонять не надо, здесь главное взять плюс-минус глубину. Так. О, слушайте, у него тут скорость этих рычагов разная. У него на 1 куб получается больше. О, хочу такое-то. А вот такого не было, когда я тестил, друзья. Он так не болтался, честно слово, не болтался. А что случилось-то? А, ну я же не копал, я так просто подвигал гидравликой, как бы подвигал гидравликой и все. А он, получается, переворачивается, что ли, или что? Ну-ка, давайте посмотрим. Но у него на 1 куб больше ковшик. Просто широкий еще. Ага, я понял. Ну, у него гидравлика быстрее работает. Не намного, но быстрее. Ну, ё-моё, как так-то? Так, нет, ребята, кат я этот блокирую. Сейчас я привезу сюда Volvo. Возьму в аренду Volvo. Тоже там 300 с чем-то какая-то. Ну, Дюсаном долго мы сейчас это копать будем. Короче, возвращаем. Вот почему я не хочу сразу технику покупать, я хочу ее проверить. А времени где-то еще тестировать нету. Поэтому сразу это все здесь и тестируем. На карте, так скажем. Где наш Caterpillar? Ну, извини, брат. Хотя если ему взять поменьше ковшек... Поменьше ковшек у Дюсана. Он просто медленнее Дюсан. Короче, вот я выбирал между Caterpillar и Volvo. И выбрал Caterpillar. Надо было выбирать все-таки Volvo. И вот, кстати, ковшичек у них одинаковый тоже. Ковшик тоже широкий. А тогда почему я не выбрал Volvo? А я не знаю, почему я не выбрал Volvo. Вот берем 17 тысяч. Ничего страшного, она отработает. И, соответственно, 7 кубов. А, вот он какой, он с зубьями. То есть он для копания. Им особо выравнивать не получится. Ну и ладно. Я выравнивать сегодня и не собираюсь ничего. Так, ну что, друзья, поменял я экскаватор. Сейчас попробуем, как эта вольвочка у нас работает. Так, сейчас немножечко. У каждой техники как бы по-своему работают тоже рычаги, скорость. Поэтому нужно привыкать к каждой технике. Но работает она достаточно быстрее, чем Досан. И ковшичек на 1 куб больше. Вот, по-моему, скорость поворота такая же. Гидравлика работает побыстрее, однозначно. Мощнее. Да, он даже не набираю полный ковш, не успеваю. Кстати, комфортный экскаватор. Как я уже говорил, он побыстрее, чем Дуся. Я думаю, даже вот так вот лучше вот переехать, вот так вот. О, вот так вот, да, туда можно еще побросать. Да, немножко с тормозами, поворотного круга не очень. Ну да ладно. В общем, поехали. Поехали за прицепом. Надо сразу грузить все-таки и ехать продавать. Так будет лучше. И Volvo тут не заглушенная. Ты че Volvo не загружила, Катюха? Вечно косячит. Все, поехали за прицепом. Надеюсь, это Volvo подтащит наш тонар, блин. Ну, 500 лошадок должна потащить. Че нет-то? Я думаю, там, если сейчас без тента это все грузить, ну, в районе 80 кубов. 80 это много. Посмотрим вообще, сколько войдет, столько войдет. Это как-то мелковато смотрится, это Volvo. Нашим тонаром. Сюда надо что-то посерьезнее, конечно. Ладно, посмотрим. По цвету вроде угадал. Да. Главное, чтобы эта старушечка, которая мне очень нравится, потянула этот тонар. Когда же я уже сделаю здесь дорогу? Пока гружу, надо будет подумать, куда нам возить это все поближе, чтобы было на базу, возможно. Возможно, да, на базе там у нас есть точка продажи еще.
Блин, и вот эту кучу тоже надо загрузить. Вот эти две кучи. Ладно, давайте сначала откопаем, потом уже будем тут разбираться. Вот так вот, я думаю, окей. Кстати, у нас прицеп что там, поднимается, не поднимается? Нет, походу не поднимается. Он как есть, так и есть. Ну окей. Пошлите попробуем загрузить это все дело. Дотянемся. Блин. Дотянемся. Сейчас я чуть-чуть назад подъеду. Отъеду точнее. Вольвешник заводим. Тормоза не очень хорошо работают. Я привык на Volvo, что поворотный круг прям нормально так останавливается. Но здесь, видимо, еще из-за того, что ковшик тяжелее, тормоза не справляются. Надо просто привыкнуть. Я думаю, сейчас 2-3 минуты, может быть 5 минут, и все будет хорошо. Так, окей, ребята, сейчас я загружу машину и встретимся с вами уже, наверное, на точке продажи, чтобы посмотреть, вообще стоит ли нам этим заниматься или нет. Так, друзья, в общем, у нас получилось немножечко больше по объему, чем должно быть. Ну, совсем чуть-чуть, раза в 2, правда. Ну, представим, что это с горочкой. Главное, чтобы сейчас наша Volvo поехала. Ну что, радость моя, поехали. Ну, трогается. Тронулась уже хорошо. Ну, тут, скорее всего, на механику надо переходить. Давай, давай, давай. Давай, Вольвочка, последний шанс тебе даю. Тачка хорошая, я ее как бы продавать, скорее всего, не буду. Но мне вот именно на расчистку этого пруда нужно что-то прям мощное. Потому что возить нужно много. Да, в бок высыпается, цилиндр есть. Ну, конечно же. 2. А у нас там еще другой тонар, по-моему, был. Но он тоже долго высыпал. 6175. Ну, друзья, я считаю, что за 6000 с прицепа это неплохие деньги. Прицепов там будет много. Опять же, это за 80 кубов. Давай, Макс, справляйся. Мы в тебя верим. Ну. На 3-ю перешел. Отлично. На 5-ю. Серьезно. Видимо, он переоценил свои силы, ребята. Не повезет он это все.
Не, ну везет, везет. Правда, тут подъем сейчас. Опять же, на автомате поднимаюсь. Если бы на механике, я думаю, было бы лучше. В общем, друзья, я, наверное, не буду возвращаться. Я откопаю сейчас этот пруд. Ну, а грунт уже, не знаю, либо погрузчиками, либо возьму какой-нибудь большой БелАЗ и БелАЗом вывезу. Вот это вот, конечно... Я понимаю, да, что большой объем, и если бы нормальный объем, там в 30, пусть даже 40 кубов, он бы, конечно, ехал нормально, но вы видели, сколько мне там снимать? Это же не просто как бы в ширину, да, в длину, в глубину нужно будет опускаться. Поэтому там грунта просто немерено. А у меня время уже 8:30. Сейчас 2 часа реального времени, и все, и будет темно. Ну что, друзья, я сейчас выгружаю этот прицеп, сажусь на экскаватор и продолжаю работать, пока не выкопаю этот пруд до конца. А для любителей геймплея включу таймлапс под приятную музыку. Dawn breaks cold on the working lane. Steel wakes up in a steady hand. Boots hit dirt, no time to waste. Another day, another pace. No spotlight, no loud demand. Just grit forged in calloused hands. Every mile, every scar made him who we are. No backing down, no retreat. Every step on steady feet. Through the weight and through the strain, he remains. Iron hands of Andy rise through the storm and through the grind. Every scar, every fight built his life. Through the dust and diesel air, through the lows he always bears. No surrender in his stand. Iron hands of Andy. Chains by deep through timberlines, engines roar through mud and pine. Fields stretch wide, gravel flies. Hard work never compromises. Through the heat and through the cold, through the weight he's always held. Every job, every line, done on time. Through the pressure, through the flame, through the losses and the gain. Every mile, every load he holds. Iron hands of Andy rise through the chaos, through the fight. Every bruise, every scar shows who we are. Through the frost and through the rain, through the work that bears his name. No surrender in his stand. Iron hands of Andy. Night falls heavy, still he drives. Headlights cutting through the night. Loaded trucks, engines scream. Running hard through every dream. No shortcuts, no easy road. Every mile he carries load from the ground to the skyline. On the line, no glory, no parade. Just the work that he's made. Through the dust, through the fight. Day and night, feel the ground begin to shake. Every move he makes, iron hands of Andy rise through the storm and hardest times. Every mile, every scar shows who we are.
hit ground like times before. Through the dust and iron sky, we don't bend and we don't hide. Eric the crazy Viking leads the flame, carving roads and staking name with Nikolai by his side. Future burning bright, through the fire, through the climb, we don't leave a soul behind. Every step, every scar made us who we are. Embers across the skyline burn, through every mile we've ever earned. Side by side we rise as one, till the work is done. Through the dark and through the flame, every mile we stake our name. In the dust and the steel we shine, embers across the skyline. Halley madness brings a spark, lighting fire in the darkness. Shaking farmer holds it steady, Josh Bear keeps him always ready. Nathan rolling strong and true, Peanut right there pulling through. Farmhand Andy in the grind, never left behind. Through the silence and the roar, through the battles we endure. Every breath, every mile worthwhile. Embers across the skyline burn, through the fight and the hard return. Every scar, every fight built this life. Through the dust and diesel air, through the weight we always bear. Side by side in the endless climb, embers across the skyline. I see farmer stands his ground, JJ builds, turns dreams around. Loxy rising through the line, proving strength in every grind. Walker farms with Peanut near, holding strong year after year. Every name, every hand built this land. No crown, no throne, just the road we own. Through the fall, through the pain, we rise again. Stronger, louder, side by side. Embers across the skyline burn, through the fire we always return. Every mile, every scar shows who we are. Through the storm and through the flame, every brother, every name, standing strong till the end of time. Embers across the skyline, still rising together. First light barely hits the ridge, steel wakes up by the bridge. Tiger cat bites, trees go down, thunder rolling through the ground. Dust and bark fly in the air, cold wind cutting, we don't care. Lines get cut and piles grow, this is all we know. No easy work beneath these skies, just grit and sweat and sacrifice. Through the weight and through the grind, we hold the line. We're cut line kings in the pines, running hard
world around. Through the pressure and the cold, through the weight we always hold. Every mile and every line, built by time. We're cut line kings in the pines, running strong through the timberlines. From the ridge to the roadside hall, we give it all. Through the dust and diesel air, through the loads, we always bear. Side by side through the fight and grind, we own the line. We own the line. Loaded trucks roll out at night, headlights cutting through the sides, steel chains tied, engines a roar, hauling weight we've earned before. Miles of road and mountain climbs, pushing past the edge of time. From the woods to mill-bound runs, the job gets done. No shortcuts, no easy way. We earn every inch each day. From the cut to the final mile, that's our style. We're cut line kings in the pines, through the storm and the hardest times. Every scar and every fight built this life. Through the mud and through the flame, through the loss and through the gain. Side by side through the dark and grind, we own the line. Cut line kings, still running. Cold dawn breaking through the haze, steel comes alive in the pines maze. Tiger cat swings, trees fall fast, echoes of thunder built to last. Ground shakes under iron weight, lines get cut, no time to wait. From the ridge to the valley floor, we go to war. No easy road, no turning back, just heavy steel and a loaded track. Through the grind and through the strain, we remain. We ride the timberline warpath, through the dirt and aftermath. From the fall to the roadside stack, we don't look back. Through the mud and through the rain. Друзья, я это сделал. Пруд выкопан, и вскоре мы займемся с вами рыбным хозяйством. Кому понравилось это видео, можете поставить свой царский лайк и написать в комментарии, что можно еще улучшить. Также делитесь своими идеями о том, что еще интересного можно построить на этой карте. И я постараюсь своими руками все это реализовать в игре. А на этом все, друзья. Огромная благодарность всем, кто досмотрел это видео до конца. Будьте добрее и до скорых встреч на канале. To